Что это у нас? Опять вот это без губки, длинные. Мы же уже снимали такое. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Для непосвященного в длинные шипы все кажется одинаковым. Вот и Сергей думает, что я снимаю третий ролик про одни и те же шипы. А на самом деле отличие, Сергей, очень существенно. И если присмотреться к этим... Что за шипы? И если присмотреться к этим шипам, пока мы не говорим, то отличие у них очень большое. Очень большое. От чего? Я не знаю, как перейти. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этом видео мы поговорим о гадюках. Встречал ли ты в своей жизни гадюк? Я нет, но мой товарищ Алексей один раз прибежал ко мне с криками «Гадюка, гадюка!». Оказалось, что это обычный уж, ну... Это, наверное, ближайшее мое знакомство с гадюками. Ты знаешь, тоже в моей жизни встречалась парочка гадюк. Очень много из меня высосали. Вот. Но в целом мы сейчас поддерживаем хорошие отношения. Вот. Итак, гадюка, Viper. Мы продолжаем тестировать. В Оксе длинные шипы, красные, на быстром основании. Сергей, как ты вообще можешь оценить? Вот сейчас ты их рассматриваешь. Ну, по-моему, это уже третий ролик, одно и то же. Длинные какие-то шипы без губки, да, типа прозрачные, как мокрая майка на конкурсе. Не знаю. На конкурсе красоты, хотел добавить Сергей. На первый взгляд так, но если присмотреться, и те, кто настоящие, скажем, ценители глубины шипов, обратят внимание, что Viper — это густонаселенные шипы с насечками, и они ближе, кажется, визуально классическим, там, с TSP Curl или Long 3. Да, и выходил ролик, где защитник Валентин Юнчик снимал как раз обзор на шипы только с губкой. Вот. И неплохо они проявили себя и в защите. Но мы же ставим Окс и пробуем проверить эти качества в нападении, Сергей. И поверь мне, результаты очень необычные по сравнению там, с Desperado или Trade Marker. Здесь очень многое по-другому, Сергей. И действительно, чем ценится гадюка? Вот она такая быстрая, юркая. И посмотрим, как шипы себя покажут. Первое, что мы начнем, традиционно подрезка. И поверьте, здесь уже будет масса сюрпризов. Сергей, как ты думаешь, каких? Ну, мне уже самому не терпится узнать. Нет, моделей с конкурса красоты здесь не будет. Вот. Но обратите внимание, во-первых, на технику, которую я буду применять. И потом Сергей подаст вот короткие подачи. Обратите внимание, как мне удастся легко их укоротить. Смотрим. Ну, даже я заметил отличие от предыдущих шипов. Во-первых, здесь крутится мяч. А, кстати, какие были предыдущие шипы? Ну, масса было шипов. Ну, действительно, вот эти длинные шипы все-таки, видишь, насечка, и их очень много, плотность на 1 сантиметре квадратном, такое нашел выражение. Можно плоский мяч дать вращение. И очень получается резкая, быстрая срезка. Причем мяч останавливается, иногда подпрыгивает. И, соответственно, можно держать просто подрезку. Ну, для тех, кто любит держать подрезку. И вторая особенность — очень легко укорачивать. Вам срезают длинно, вы раз можете коротко. И я продемонстрировал, что подачи, ну, Сергей подавал и вверх, там, и плоские, это в целом можно неожиданно укоротить и вынудить соперника не отойти на шаг и сразу, ну, знаешь, как против длинных играть. Длинная подача, отошел и дал со всей силы. А здесь, ну, надо уже скрут делать, надо скидку делать, то есть надо другие элементы, и те, кто, например, не обладает ими в полной мере мощью, то есть получится такой довольно слабенький удар или же срезка в ответ, Сергей. Да, ну мы движемся дальше, и, соответственно, те, кто играет в нападении шипами слева или там справа длинными, надо же атаковать по подрезке. Здесь тоже довольно любопытная техника и очень интересное начало. Итак, вы укоротили шипом, соперник вам срезает налево. Смотрим, что получается. Сергей, как тебе начало вообще? Ну, по-моему, плотнее, чем обычно. За кадром, правда, остались несколько таких прям топ-спинов, как Корианга слева.
Да, получилось довольно плотно. Ты знаешь, все-таки они же имеют сцеп, эти шипы, и немножечко удобнее подобрать угол. Если, допустим, в шипах длинных, там, 3D Marker или Desperado 2, там такая вот ударная техника, здесь тоже ударная, но можно как бы смелее направить мяч вперед. И при должной тренировке, безусловно, можно сразу выполнять такие резкие... То есть здесь шире диапазон погрешности. Да, да. Но и, естественно, цена этого, что мяч летит быстрее, но в целом он, ты же видел, ты его принимал, нету такой сложности. Потому что, допустим, начало более сложными шипами, там и летит более неприятно, мяч сразу стелится, ныряет, хотя ты вроде начал с подрезки. Здесь, соответственно, любишь скорость, и соперник может вернуть. И, соответственно, возникает следующий вопрос. Хорошо, соперник вернул плоский мяч, что делать? Сейчас мы поиграем плоско на плоско. Это бывает, когда вы начали, подставили, и бывает, как вот там Сергей подает плоскую подачу, можно не укорачивать, сразу как бы так надавить. Итак, плоско на плоско. Смотрим. Ну, невыгодно мне, наверное, играть в контр-игру с вами, слева налево. То за стул, то все такое играю, ну, так себе. Здесь, что интересно, Сергей, вот эта техника, что ракеточка перед собой, и ты так как подбиваешь, очень хорошо выполняется этими шипами. И также с полулета. Мяч только взлетает, просто вперед, ничего не надо, не навращать, ни кистью, просто вперед толкаешь. И мяч летит очень плотно, видишь, где-то ныряет. Вот. Но в то же время можно, если более низкий, чуть дать вращение. И вот на этих мячах ты тоже ошибался, они подпрыгивали перед тобой. Потому что есть все-таки насечки, и вот такая вариация. И подбивать, и ну, скорость довольно такая летит, ну, приличная. Можно разбрасывать, гонять соперника. И, то есть плоские мячи абсолютно выгодны вайперу. Поэтому надо посмотреть, как он будет справляться с топ-спинами. Да, итак, посмотрим блоки. Сергей будет вращать, я просто подставлять, я не буду контратаковать, а просто подставляем и посмотрим, будет ли противно, будет не противно, ну как вообще блоки этой накладкой. Смотрим. Хочу здесь отметить две вещи, Сергей. Если летит такой довольно средний или быстрый топс, то вот тут можно подставить ракетку, чуть закрыть угол и направить вперед. У меня иногда такая особенность, я тяну ракетку вверх при топ-спинах, пытаясь компенсировать вращение. Ну и, соответственно, иногда у меня мяч слетает, но если этого не делаю, то довольно хорошо попадает. И вторая особенность, вот, когда ты делал пассивный такой топ-спин, то мне удавалось такой сделать мягкий чоп и видел укоротить. Чоп делать, естественно, сложнее по средним и сильным топ-спинам. Если брать, допустим, 3D Marker или Desperado 2, там однозначно чоп можно сразу, ты видел, резкое движение и укоротил. Здесь все-таки, ну, естественно, цена насечек, все-таки здесь больше вперед, легче делать по сильным, средним. А что там прилетает вообще, Сергей? Как относительно противности или что ты скажешь? Ну, прилетает, конечно, более стандартный мяч, чем от вышеперечисленных накладок, но все-таки с большей какой-то, что ли, плотностью и стабильностью, как-то, как мне кажется. И еще интересная особенность, играя этими шипами, я обратил внимание, что можно делать контратаки. И сейчас мы вам покажем. Естественно, контратаки по средним мячам или слабым топ-спинам, если вы там дали еле вылетающий мяч, соперник начал аккуратно, вот можно делать вот такие резкие вставки. И сейчас мы посмотрим, как Сергей будет справляться с ними. Смотрим. Контратаки, я это много раз говорил, связаны с теннисным мастерством. Оценкой приходящего мяча, вращения, угла, потому что все-таки большой риск контратакуя, поэтому, естественно, где-то получалось, где-то нет. Если говорить по технике, то вот здесь не надо вот никуда дергать руку, вот вперед просто щелкать, нажимать, чуть-чуть угол. И иногда это мне удавалось, иногда нет. Сергей, как тебе вообще, вот мы играли по левой диагонали, твое впечатление? Ну, наибольшая сложность это, конечно, комбинация мячей разных, вариаций, когда то коротко, то длинно, то он наскакивает, то он останавливается. Это, конечно, наибольшие сложности меня вызывало. Действительно, если как бы играть в скорость в одном темпе, ну тогда надо брать какие-то там другие накладки. Гладкие накладки, когда ты крутишь, именно давишь скорость. А здесь надо как-то вот вылез из окопа, ну, в окопе гадюки иногда сидят.
укусил, да, укусил и сразу спрятался, да. Вот такого плана контратаки, то есть ты нажал, укоротил, соперник подошел, дал тебе мягкий мяч, снова нажал. Самый ключевой момент, что этими шипами можно играть в скорость очень быстро и поддерживать темп. Не всеми длинными шипами комфортно играть в скорость. Здесь же, как видишь, Сергей, вполне это возможно. Ну, при там, небольшой, а может быть большой тренировке. Ну что, перейдем к выводам. Довольно интересные шипы. Вы знаете, ими, такое ощущение, Сергей, можно делать все. И укорачивать, и скидывать подачи с коротких мячей, плоская игра. Играть даже контратаки, и есть чут-блоки. Ну, то есть, такое ощущение, объединили сочетание какой-то и длинных, и коротких шипов. То есть, очень-очень-очень. И, Сергей, первый вопрос именно тебе я хотел задать. Доктор так же само открыл эти шипы, но почему-то он нарисовал вот эту такую вот зловещую голову, покажи вот еще раз, и назвал Вайпер гадюка. Вот почему? Ну, не знаю, возможно, он как лорд Волан-де-Морт. У него есть крестражи, и один из них это вот гадюка по имени Виппи. Виппи. Я думаю, понимаешь, вот этот стиль как бы укусил и убежал, он здесь очень хорошо реализуется. Укоротили, вроде даешь пассивный мяч, ну что там, длинные шипы, сейчас он мягко начнет, я переключу. А ты вместо того, чтобы мягко начинать, сразу начинаешь плотно, быстро, еще и неудобно. Вот такое вот сочетание. Ну а по поводу разведения гадюк, ну как бы я не слышал действительно, что вместо домашних животных держат гадюк. Ну как ты там мужей каких-то держишь, но не гадюк же, да? Вот. Так, ну что, на этом все, Сергей. Будем дальше тестировать и искать эту чашу Грааля у длинных шипов, и я надеюсь, что когда-нибудь я найду шипы, которые приведут меня к мастерскому нормативу, Сергей. Или к чемпионству мира. Ну, может быть. По ветеранам, наверное. До новых встреч. С вами были Максим Черепнин. Сергей Барановский. До свидания. Увидимся.